Спасибо, что согласились на интервью в это сложное время. Я задала у себя на канале вопрос, я написала, что у нас с вами будет интервью, попросила написать, какие у вас есть вопросы, я передам Телу Тулку Ринпоче. И у меня есть списочек вопросов, по которым мы сегодня пройдемся, хорошо? Хорошо, хорошо. Один из главных вопросов, которые нам задавали, это был вопрос о том, почему вы уехали, почему вы сейчас не в Калмыкии, не в России. Да, много спрашивают, почему я уехал из России. Да, вот. Но, конечно, я стал как Верховный Лама, или как меня называют Шаджин Лама Республики Калмыкия в 1992 году. Но в этом году мы отмечали 30 лет как юбилей. Но, тем не менее, до сих пор я не оформляли и не сделали российский паспорт или гражданин в России. Потому что моя путешествие по миру, по делам, вот работа, и много мне надо путешествовать. Конференции надо участвовать, на встрече и так далее, и так далее. Поэтому мне легче путешествовать на американский паспорт. Российский паспорт мне большинство стран мне нужно приглашение, потом виза оформить надо, дадут, не дадут, это тоже по вопросу. Поэтому, когда этот случай как начал, да, вот это для меня большой риск, потому что в первую очередь я как по-русски public figure. Публичная фигура. Да, публичная фигура, и это первый. Второй – это мой американский паспорт. Третий, я являюсь как представителем Его Величества Далай-Лама в России, Монголия и страны СНГ. Поэтому здесь как публичный человек, публичная фигура, но это был для меня большой риск оставаться в России. Я принял решение, когда вот американский баскетболист, когда арестовали в аэропорте, я сразу понял, что это, конечно, я не могу сказать, это правда, но тем не менее это дали мне вот возможность думать, рисковать или не рисковать. Конечно, я не боялся, чтобы арестовали меня, конечно. Кто будет защищать? Кто будет защищать меня? Что они могут делать? Это все вопросы. Поэтому из этого я не хотел рисковать, поэтому из этого я выехал из России. Ринпоче, я слышала, поправьте меня, если это слухи, я слышала, что вы подавали на российское гражданство, но вам его не дали. Да, это правда, да. Я был на процессе, конечно, вот первый этап это вот был документ собирать, и я документ все собирали. Второй шаг, мне нужно было справка взять от американского посольства, что американские стороны не против, чтобы я получил российское гражданство. Но мне назначили интервью, чтобы получить справку 24 марта. Это день, когда начала спецоперация. Да, вот. Поэтому тот день сразу, когда это начал, сразу отменили все встречи, поэтому не получили. Поэтому, да, это действительно правда, что я оформлял. Ринпоче, еще я слышала, опять-таки поправьте, если это неправда, что после начала, я называю война, вам комфортнее будет говорить спецоперация? Потому что я знаю, вы планируете... это, конечно, война. Да, это действительно это война. После 24 февраля, после начала, что вы достаточно резко высказались об этой войне, и что тогда уже в Хруле поняли, что вам будет тяжело молчать, а в России за это сейчас дают реальные сроки. Вот за то, что вы сейчас назвали войну словом «война», за это в России дают уже реальные сроки, и есть случаи, когда там 7 лет тюрьмы даются подобные высказывания. И что после 24 февраля вы именно высказались резко. Это правда? Конечно. Я всегда был свободный человек, поэтому я думаю, что мои мозги и ум никто не могут контролировать. Я до сегодняшнего, можно сказать, молчал,
Потому что благо наши буддисты, вот не только в Республике Калмыкия, но еще другие буддистские регионы, и тем более другие российские регионы, у нас очень много буддистов, поэтому благо их семья, их безопасности, я не хотели, как спортить отношения между властью и нашими буддистами, поэтому из этого я, можно сказать, не комментировали или ничего не сказала, не говорили. Но, тем не менее, каждое утро я всегда молюсь за все, несмотря на буддисты, не буддисты, но, конечно, это большое страдание, и, я думаю, что это неправильно, эта война не нужна, и тем более мы живем в 21 веке, который все хочет жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться, никто не хочет страдать. Вот. Это неправильно будет, если мы будем сравнивать между вот эта война между Украиной и Россией. Я думаю, что вот украинская сторона, конечно, действительно прав. Они защищают свою страну, защищают свою земля, свои прав, свою конституцию, свой народ и так далее. Это очень сложно принимать и сказать, что да, действительно, Россия прав. Эта война нужна. Это очень тяжело сказать. Это я не могу. Ринпоче, из других буддийских лидеров в России вы единственный, кто это говорите, потому что остальные лидеры поддержали войну. И здесь у меня вопрос, потому что буддизм, он же про милосердие, да, про просвещение, про принятие. И когда буддийские лидеры поддерживают нападение на другую страну, у меня начинает возникать подозрение, что это все-таки политика и религия, очень-очень сильно смешались. Но, конечно, кто говорит нет. Я думаю, что это, конечно, политика, да, конечно. Надо было так сказать, чтобы защищали свой народ, защищать свои буддисты в своей республике. Поэтому я, конечно, если я думаю, что действительно, как они буддисты, действительно они искренне так думают, я думаю, что нет. Вы же ученик Далай-ламы, да? Вы неоднократно встречались с Далай-ламой, организовывали встречи с ним для других жителей Калмыкии, учились под его руководством. Как Далай-лама сейчас относится к происходящему? Как его святейшество относится? Конечно, по-моему, апрель месяца он дал свое мнение, сказал, что надо как компромисс, надо найти диалог между двумя странами, но в данный момент ситуация совсем изменилась. Но через 10 дней я вылетаю в Индию по делам, поэтому я буду встречаться и буду просить, чтобы он молились за нас и за украинский народ и так далее. Поэтому в данный момент пока последние никакие информации нету. Ринпоче, один из вопросов, который задают люди в Калмыкии, что сейчас тяжело себя идентифицировать, потому что, с одной стороны, ты гражданин России, и Россия говорит тебе, что ты должен идти воевать. С другой стороны, люди ощущают себя буддистами, и как буддисты мы провозглашаем милосердие и сочувствие друг друга, а не агрессию. Как родители из советских времен еще, и они такие: страна сказала, ты должен идти. По телевизору, пропаганда, мы это знаем. И если даже кто-то внутри чувствует, что что-то вроде неправильно, то непонятно, как себя идентифицировать, где ты калмык, а где ты буддист, а где ты гражданин России. Как понять, что первое, исходя из чего принимать такие решения серьезные? Я думаю, что те люди, которые въехали недавно, да, потому что нужно было, да, это я 100% уверен, что 99% они против. Вы имеете в виду, которые не хотят быть мобилизованными и идти на войну? Да. Угу. Да. То они против войны? Да. Они против войны.
но надо. Потому что либо ты поехать, рисковать, воевать, продлить свою жизнь, или 15 лет, 10 до 15 лет сидеть в тюрьма. Я не думаю, что они едут, чтобы защищать свою страну, свой народ и так далее. Потому что в России никакие опасности пока в данный момент нету. Оттуда не бомбируют, не стреляют, никакие проблемы нету. Ринпоче, я извиняюсь, что я задаю вам все эти вопросы. Я понимаю, что вы не можете отвечать и за политику, и за все, просто так как никто не говорит, и вы единственный, кто не побоялся высказать свое мнение открыто. Я думаю, что мы обсуждаем сейчас, это вообще не политика. Это факт, это реальность, это проблема. Поэтому я думаю, что это... Ну, конечно, люди все равно будут политизировать наше интервью. Но это их мнение, их право. Но тем не менее, я думаю, что если человек есть интеллект, они могут подробно слушать и понимать, что мы обсуждаем сегодня, это не какие-то политические цели. Это просто человеческий цель. Это гуманитарный цель. Сколько людей сейчас страдает. Много людей уже бежали сюда, в Монголию, около недели назад. А они здесь, в Монголии, для российских граждан дают 30 дней. Без визы, да, вот. А после 30 дней куда? А уже люди, которые приехали недели назад, 3 недели остался. Вот на 3 недели надо жить и надо решать, куда и как. Новый план надо строить. По Поэтому ситуации... да, подумайте, это сколько психологический стресс. Моральная поддержка нужна, духовная поддержка нужна. Да, вот. Семья осталась дома, не могут соединять. И когда будут вместе, это тоже большой вопрос для всех. По ситуации в Монголии, опять из того, что я слышала, поправляйте меня, если это неправильно, что там уже какое-то количество калмыков, и что калмыки еще едут, буквально то ли сегодня, то ли завтра должны приехать еще калмыки, что вы тоже их встречаете, и что вы начали вести переговоры о том, чтобы по завершении вот этого месяца, когда они могут без виз находиться, чтобы каким-то образом продлить им легальный статус, и они не были вынуждены вернуться через 3 недели, 2-3 недели. Да, но сейчас, как мы каждый день анализируем и смотрим, я думаю, что пока рано резкие, эмоциональные рассказать, что они планируют так делать, они планируют делать так, они будут закрывать границы или что-то, они будут, как по-русски, экстрадить. Экстрадиция. Да, экстрадиция, но пока такой информации нету, но пока граница открыта. Вот вчера приехали несколько людей, сколько я знаю, вот, и никакие экстрадиции не будет в данный момент. Группа калмыков, которые живут, допустим, в Европе, сделали письмо на глава президента Монголии, чтобы открывали границы и гуманитарные коридоры и так далее. Я говорю, ребята, смотрите, пока граница не закрыта, а если закрыли, тогда можно спросить, чтобы границы открыли, сделали, поговорили между Россией, чтобы сделали какие-то гуманитарные коридоры и так далее, и так далее. Моя дверь открыта для всех, которые нужна наша помощь. Поэтому я уже около 10 человек из России, я уже помогаю. Сегодня должна приехать еще около 13 человек. Вчера я уже заказывали около 30 спальных мешок. Поэтому сегодня мы будем встречать, будут обсуждать. Действительно, некоторые уже денег закончили,
и они не могут снять хостел, общежитие или гостиница, поэтому потому что они деньги заканчивают. Поэтому все по разные вот ситуации. Ну, конечно, сейчас здесь в Монголии я через 2 часа я поеду на встречу с главой буддистов в Монголии и буду просить его помощь, потому что единственная у нас проблема, да, сейчас это жилье. Вот, много, не только из Бурятии, Калмыкии и Тува приехали, даже много из других российских регионов приехали. Поэтому все снимают квартиры, вот, все дешевые гостиницы, все забито. Поэтому вот на самом деле с жильем самая большая проблема. Поэтому я хочу встретиться с главой буддистов и просить какие-то помощь, чтобы нашел нам вот жилье через их знакомых и так далее. Поэтому. Я объясню тем, кто мы поднимали тему гуманитарных коридоров, объясню зрителям, что согласно международным законам гуманитарные коридоры открываются, когда разговор о них может идти, когда граница закрыта. Сейчас официально граница с Монголией еще открыта, граница не закрыта, соответственно, говорить о гуманитарных коридорах еще рано. Но Да. сейчас для выезда из России в Монголию можно только по заграничному паспорту, и находиться в Монголии можно по безвизовому режиму только 30 дней. И вот об этом сейчас идут переговоры, чтобы продлить каким-то образом, легализовать, продлить те, кто более 30 дней останется. Да. Как, в принципе, Монголия. Я была в Монголии. Мне Монголия показалась очень гостеприимной страной. Я понимала язык, они говорят, и я понимала очень похоже там с калмыцкими некоторые слова. Как сейчас относятся к людям из России, в том числе и из буддийских регионов? Как настроение в Монголии? Я думаю, что большинство принимает и понимает ситуации и почему они вот приезжают в Монголию. Но большинство, я думаю, что поддерживает. Спасибо. И много людей стараются помогать. Ну, конечно, есть люди, которые думают, что Россия это прав, надо защищать. От чего, от кого, они сами не знают, но они просто люди, которые любят войну. Это везде есть, каждая страна есть. Поэтому я думаю, что этот процент очень мало, конечно. Вот. Но это был случай, да, вот буквально неделю назад один бурят приехали сюда, в Монголию, и жили у его друг. Они вечером пили, потом начали драться, и потом вот это бурят били сильно, вот это, монгол, и он попал в больницу, реанимация, и он чуть-чуть не умер, можно сказать так. А после этого на соцсети, вот, везде это писал, вот. И был эмоции, от эмоций много начал писать. Не надо такие люди, вот это, зачем они приезжают в нашу страну и так далее, и так далее. Но один день такой спичка был, да, и потом вот все спокойно стало. Поэтому я думаю, что большинство вот за нас, когда мы говорим нас, это те люди, которые бежят из России. Поэтому даже что здесь хорошо, вот они все на соцсети, много людей пишут, много бежит из России, тем более наши буддийские братья из Бурятии, Калмыкии, Тува, давайте вот найдете дешевые места, дешевые комнаты, если кто-то арендует свои квартиры, пожалуйста, на низкие цена, можно подавать, и такой поддержка есть, поэтому вот. Конечно, я думаю, что большинство поддерживает. Понимает и поддерживает. Да. Это здорово, здорово, спасибо им. Казахстан еще очень-очень много принимает россиян, тоже очень поддерживает.
Ну, здорово. Да, конечно. Но если буду сравнивать очередь между Казахстаном и Монголией, сколько я знаю, это вот Казахстан, это еще хуже, чем граница между Кят, вот Бурятия и Монголия. Но Самое протяженное, большое количество да, вокзалов. но из Калмыкии мне сообщили, что муж выехали из Калмыкии, очередь стоит через 3 дня. Я думаю, что, наверное, он уже в Казахстане и уже как, ну, не слышно был. Поэтому я сообщили, вот сообщение, я спросили, ну, где вот твой муж? И она сказала, что она уже 3 дня стоит очередь в российскую сторону. Потом она писала мне, на следующий день она писала мне, сообщили, что он уже в Казахстане очередь стоит. И только вчера он вот въехали через таможенный пункт или как граница. Да, через границу. Вот. Когда он въехали из Калмыкии, да, вот 5 дней добрали до казахстанской стороны. 3 дня российскую сторону очередь, 2 дня очередь там казахстанскую сторону. Это, конечно, сложно. Ринпоче, еще опять-таки я слышала, останавливайте меня, если это неправда, что какое-то количество калмыцких, ну, скажем так, политических деятелей, деятелей культуры, немножко как бы стараются объединиться возле вас, вокруг вас, те, кто против войны, те, кто против участия в этой войне, что вы как-то стараетесь немножко друг дружку поддерживать и поддерживать в этом плане калмыцкий народ, те, кто уезжает. Нет, ну, конечно, но моя задача какая, да, я не могу как обсудить это и решить эту войну, да. Много просит мне помощь. А какой помощь нужно, я могу выделять? Это моральная поддержка, духовная поддержка. Ну, поэтому я всегда стараюсь. Вот я всегда даю мой телефонный контакт, мой WhatsApp номер. Много людей есть, и много незнакомых людей пишет меня. Поэтому я всегда максимально стараюсь. Буддисты, не буддисты, это не, для меня это не важно. Вот все хотят жить спокойно, мирно, согласие и дружба и так далее. Поэтому вот я всегда стараюсь быть как духовная поддержка и давать моральную поддержку, да, вот. Поэтому здесь, ну, конечно, люди, я не хочу сказать, что мы как специально так собираем, но нет, это здесь никакие организаторы, никакое так, мы не так организуем специально, да, вот. Но просто так получается, спонтанно, вот, неожиданно, вот так. Я никогда вот на интернет или там на соцсети писали, что вот, приезжайте ко мне, давай дверь открыта, я буду помогать, давай деньги. Нет. Просто люди звонят мне и рассказывают свои проблемы. Если мне есть возможность помогать, конечно, я говорю, давайте, я могу помочь тебе. Все. С 2015 года вы представитель его святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, правильно? Да. И вы стали больше времени с 2015 года проводить в Москве, потому что офис там, и вы больше времени проводили в Москве. Опять-таки, как я слышала, что огромное количество буддистов приходило вам, звонило, что ой, помогите здесь, не знаю, помогите на продукты, ой, у меня сложности, ой, за квартиру заплатить нечем. И скорее вот речь идет о такой помощи, что люди часто вам обращаются и за такой помощью тоже. Ну, какой-то такой. Получается, не только духовное, но и просят финансово когда-то тоже поддержать. Как сейчас вы там покупаете одежду, спальные мешки, одежду, продукты. Да. Ну, конечно, да. Вот и я стараюсь максимально. Вот я, как я говорил, что я всегда стараюсь максимально помогать все люди. Поэтому я
всегда готов был, и до сих пор я готов, поэтому я всегда буду помогать, кто нужна помощь, и если есть мне возможности, я 100% уверенно будут помогать. Если у вас есть сострадание, хочет помогать, пожалуйста. Вот, нужна помощь, но я специально не буду требовать и не буду просить, чтобы они деньги перечислили мне. Почему? Почему? Каждая семья сейчас страдает. Несмотря на какой страна живут они. Богатая страна, небогатая страна. Каждая семья сейчас страдает. За что? Инфляция. Везде инфляция. Поэтому эта проблема, это мировая проблема, понимаете? Это не только в России, Украине. Это мировая вот эта проблема. Поэтому я 100% уверен, что каждый человек, каждая семья страдает финансами плана. Инфляция везде есть. Поэтому я не хочу, чтобы сделали еще труднее. Я не хочу, чтобы человек чувствовали, что Шаджи Лама страдает, ему нужна поддержка, да, давайте моя зарплата, я половину отдадим ему, да. Нет. В первую очередь, да, своя семья, свои задачи, свой расход вы тратите. А если есть возможности, пожалуйста. Если нет, ничего страшного. Мы будем помогать друг другу. Вот. Поэтому я специально я знаю, что там некоторые там везде пишут, и большинство пишет от своих эмоций, свои мнения, критика, там деньги собирают, какие-то фонды там все открыли и так далее. И я такого не буду делать. Мне времени нету. Сидеть и писать критика и критиковать, и ничего не делать. Я наоборот. Буду делать и меньше критиковать. Ринпоче, пропаганда в России, если говорить о том, как работает сейчас, да, там как раз-таки речь идет о том, что, возьмите своих мужей и сыновей и отдайте их родине, да, а там родина разберется, кого защищать надо, куда их отправить и так далее. То есть там речь не идет как раз-таки про думайте о ценностях своей семьи, о ценностях человеческой жизни, о правах, свободах, демократии. Все это вообще забытые какие-то слова стали. Сейчас отдайте своих мужей и сыновей родине. Да, как не воспринимать эту пропаганду, как себя отделить, как выстроить свои ценности? К сожалению, здесь, конечно, некоторые, это мой observation, мое видение, да. Когда мы говорим о демократии, да, большинство людей не понимает цель и как пользоваться демократией. 80% думают, что демократия это дает мне возможности участвовать на свободном выборе. И все. Участвовать на губернаторские выборы, участвовать на депутатские выборы и участвовать на президентские выборы. И все. Но люди забывают, это демократия есть права человека. Права свободной религии, freedom of consciousness. Свобода сознания, самовыражения. Сознание. Это много забывает, что это тоже включено в систему демократии. И свобода слова. Да, и свобода слова, свобода прессы, да, и так далее. Да, Поэтому это действительно это большой минус, что много людей не знает, как использовать для своих права эта демократическая система. Это первое, да. Второе, к сожалению, большинство выросли на советские времена, которые образование дали только на одном языке. Большинство. Если вы лингвист, какие-то иностранные язык изучали, но это процент очень низкий. Поэтому они только слушают
один пропаганда. Это российская пропаганда. И человек начинает верить. А те люди, которые знают второй или третий язык, они слушают и смотрят другой. Несколько источников. Да, европейские или западные, или азиатские новости и так далее. Да? И тогда человек анализирует и, используя свой интеллект, принимает решение, кто прав. Правильно? Вот. Допустим, я сижу здесь в Монголии, я не только смотрю вот западные новости, я тоже смотрю вот российские новости, монгольские новости, да, и вот некоторые страны Азии, допустим, южнокорейские, Индия, и западные страны, Евроньюз, BBC, CNN и так далее, да. Ну, конечно, есть разные мнения, но тем не менее, когда я собираю всю информацию, я действительно знаю, кто прав и кто не прав. Поэтому, к сожалению, у нас в России вот такой нет возможности. Вот много каналов YouTube уже блокировали, не работает. Много информации не выпускает. Свой газета некоторые, но много уже закрыли, много уже арестовали, много еще планируют в ближайшее время закрываться. Поэтому вот здесь, конечно, ну, к сожалению, мы только слушаем и видим только российская пропаганда. Для тех зрителей, кто не знает, я немножко введу в курс дела, вы меня поправляете. То, что я знаю о вас, Ринпоче, что, ну, что показать там, что вы человек мира, чем там скорее одной страны, что больше человек мира. Что ваши родители калмыки, что они уехали из России, из Калмыкии после революции, через Югославию, уехали в Америку, что вы жили в Америке лет до 6-7, потом в Индии, монастырь, обучение, ученик Далай-ламы, потом Россия, большую часть жизни вы прожили в России, больше 30 лет, 31 год примерно. Вы представители его святейшества в России, Монголии, странах СНГ. То есть ваш мир – это скорее не одна страна, а вот мир с разных сторон. Это, ну, и Запад, и Восток, и Азия, и середина. И поэтому, да, ваше мировоззрение, оно более такое глобальное, нежели местечковое, какое-то локальное одной страны. Угу. Ну, мне дают часто вопросы, да, вот, где вы читаете дома? Это для меня, это ответить очень сложно. Конечно, иногда я шутит, что я живу в гостинице и самолете. Ну, был период, когда я часто летел, вот, участвовали в разных конференциях, там, ну, можно сказать, я постоянно был в дорогу и жили, спали вот в самолете и гостинице. Но тем не менее, мне только американский паспорт и все. Мне нету связи или отношений, или никакие как эмоциональные как, требования между в Америке, потому что я 7 лет выехал из Америки. Я вырос в Индии, в монастыре. Можно сказать, я жил больше времени в монастыре, чем в Америке. Я большинство жизни я тратил в России, чем в Америке. Не только один бумажная книга, это паспорт есть, и все. Поэтому, что я в сторону в Америке, ну, так, не так тянет меня туда. Но иногда я бывает. Но вы с 20 делам, частные визиты и так далее, и так далее. Да, но тоже там в Америке тоже есть свой плюс, много есть. И действительно свой минус тоже много. Но везде есть. Каждая страна есть плюс и минус, конечно. Но, к сожалению, у нас минус больше в России. Ринпоче,
Вот после этой темы я сейчас немножко такой сложный перейду. Опять я выскажу свою теорию, вы поправите или согласитесь, или не согласитесь. Вопрос следующий. И нам один из жителей Калмыкии тоже попросил задать его вам. Сейчас, по данным, что приходят с фронта, что жителей национальных меньшинств в России отправляют больше. То есть если ты дагестанец, якут, из Тувы, из Калмыкии, у тебя намного больше шансов быть призванным, исходя из количества населения, да, популяции населения, в больших размерах призывают из национальных меньшинств. Сейчас моя теория, исходя из такого международного опыта, что я наблюдаю, вы потом поправьте, если у вас какой-то другой взгляд. Мне кажется, почему так происходит? Потому что предполагается, что когда люди начнут погибать в огромных количествах, что им проще, чтобы погибали национальные меньшинства, тогда вот большинство, которое русское, да, большинство в России, тогда большинство, не будет чувствовать настолько соучастия, там кто-то умирает, там кто-то возмущается, там кто-то выходит на улицу на революции, и не будут против, если вот эти вот локальные какие-то возмущения, власти будут подавлять. Потому что национальное меньшинство будет выглядеть, что они там возмущаются. И если вот это вот большинство начнет возмущаться, тогда да, тогда это более опасно для властей. И поэтому, властям проще иметь дело с национальными меньшинствами, нежели с другим. Это моя теория. Теперь мне очень хотелось бы услышать ваши. Я тоже читал такую статью, но нету как статистика, да, которые они глубоко обследовали и поддерживали эти теории. Я не говорю, что на самом деле это не так, но я не говорю, что это не так или так. Я не могу сказать. Но я тоже читал, что вот на фронте там большинство там наши буддисты и там мусульманские братья, там и все меньше народу туда отправляют и так далее. Но это все какое есть статистика обследование. Это может быть это. Я не хочу сказать, что это больше от эмоций. Я не хочу сказать, это прав или не прав. Поэтому я только что я читал. Это, конечно, глаза открывает и дает мне возможность думать и анализировать. Конечно, один версия есть. А почему они отправляют из такой регион? Потому что все бедный народ, бедные республики, и никто не будет отказать вот эта большая сумма деньги от контракта. Люди есть. Я знаю один тувинский семья, чтобы они отправляли свой сын. Сын не хотел. Но нужно было. Почему? Потому что если он служил по контракту, ему зарплата большой. Поэтому это такой случай. Да, это желание родителей. Но не их сын, но это, такие, может быть, такие много, может быть, мало. Кто знает? Это я не могу confirm. Подтвердить, да. И еще вопрос, который, написали и попросили передать вам. Автор сам говорит, что, может быть, отнесетесь скептически, но, по словам многих астрологов, в России после войны в скором будущем следующим президентом и преемником будет социал-демократ, и режим будет похож, как в КНР. Что вы этом думаете, и что может угрожать буддийским священнослужителям и храмам в России? Я не могу, в данный момент никто не может гадать и спекулировать, что будет, как будет, потому что каждый день меняет. Каждый день ситуация меняется. Поэтому мы, как буддисты, как мы принимаем непостоянство. Да? Поэтому в нашей жизни каждый день непостоянство.
И я всегда медитирую по непостоянству, принимает, понимаю. И поэтому, как будут завтра, будут видеть как-нибудь. Как будет через месяц, по ситуации посмотрим и буду жить дальше. Самое главное, что мы все жили дружно, спокойно, и всегда была доброта, сострадательная, от любовь. И я думаю, что это самое главное в данный момент. Действительно, я всегда говорю, что в мире у нас не хватает любовь и сострадания. Поэтому, если человек есть сострадание, любовь, доброта, еще не поздно использовать свою доброту. И тем более, именно сейчас, на такое времени, надо максимально стараться давать свое сострадание, любовь и так далее. Ринпоче, как для меня это прозвучало сейчас, что люди с этими качествами в душе, что не надо участвовать в войне. Это как я услышала. Я правильно услышала? Конечно, конечно. Конечно, как я говорил, что война на 21 веке ничего не решает. Диалог нужно. По-человечески надо обсудить надо. Мы все друг друга ответят. Несмотря на простой человек, несмотря на люди, которые занимают бизнес, политика, спорт, все ответят мы все друг другу. Поэтому, когда одна страна страдает экономически, а все мир страдает. Посмотрите сейчас. Не только в России страдает, все мир страдает. Поэтому, действительно, сейчас мы как буддизм говорит, да, это слово я забыл, но это называется dependent origination, interdependent. А взаимозависимость? Да. Да. В России, и особенно в Калмыкии, сейчас пропаганда, что если ты не хочешь идти на войну, то ты трус. Ты должен идти, потому что должен родину защищать. Как правильно выстроить ценности, values? Знаете, хорошо, вы дали вопрос, связанный с калмыцкого народа, да? Сколько лет мы защищали российский император? Сколько 400... лет мы защищали русский народ? Много век, понимаете? На это много лет, сколько мы потеряли. Говорит, что до революции у нас население больше миллиона, а сегодня сколько осталось? Это тоже факт. Это факт, конечно. Поэтому сейчас эта ситуация, эта война, никаких опасностей нету в России. Когда эта война начала, из Украины не начала стрелять или бомбировать и отправлять ракеты в сторону России. Понимаете? Россия начала оккупировать свободная страна, свободные люди, свободный народ. Поэтому за что мы защищаем сейчас? Это неправда. И это референдум все передумает. И сейчас очень трудно будет. Опасный очень большой. Потому что если один солдат будет стрелять из другого улицы на сторону улицы, где референдум принимали, да, это уже Россия будет говорить: стреляет нас, это наша страна, это наше место. Но посмотрите, до какой все мир принимает, что это референдум, это действительно желание народа.
Нет, конечно. Поэтому я думаю, что здесь, я не говорю, что не надо воевать. Я говорю, что у нас опасности нету в российскую сторону. Когда мы воевали, Вторая мировая война, Первая мировая война, эта ситуация совсем другой была. Совсем другой. Мы защищались от агрессора, а сейчас мы агрессора. Мы, Да. я имею в виду, да. Да. Ринпоче, спасибо вам большое. Я очень-очень рада, что вы сейчас помогаете огромному количеству буддистов, не только из Калмыкии, из других регионов тоже, что у них есть кто-то, на кого они могут чувствовать себя не оставшимися одни в чужой стране, кому сейчас нужна помощь, что вы ведете переговоры на таком высоком уровне, куда мы, простые граждане, не смогли попасть. Спасибо вам огромное за это. Спасибо что вы... вам, да, я хочу свои молитвы отправить все семья, все детей, все родители, да, вот. Конечно, я хочу, чтобы вот эта война закончилась скорее, и чем быстрее, тем лучше для всех. Спасибо вам. Друзья, обязательно высказывайте свое мнение. Одной из целей этого видео было как раз-таки дать возможность высказаться всем, включая тем, кто не согласен с позицией Кремля и кто имеет антивоенную позицию. Под описанием к видео есть мой имейл. Пожалуйста, пишите свои пожелания, кого я могу проинтервьюировать, желательно с контактами. Если вы еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте разговаривать, давайте строить диалог, давайте обмениваться мнениями. Но, опять-таки, когда вы будете комментировать про Шаджин Ламу, не забудьте, пожалуйста, что он все-таки не побоялся и высказался, зная, что сейчас с этим сложно. Истина, возможно, где-то посередине. Но я надеюсь, когда будет несколько разных мнений, мы сможем отыскать что-то приближенное к ней. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания.